Всем привет! Сегодня мы будем вязать плед крючком из квадратных мотивов. И нам для этого понадобится пряжа двух видов и крючок номер 3. Первый вид пряжи – это травка. Нам нужно будет 3 цвета такой пряжи для вязания одного мотива. Я использую вот такую пряжу Yarn Art Samba. В одном мотке 100 грамм 150 метров в составе 100% полиэстер. Второй вид пряжи – это кавказская пряжа. В одном мотке 50 грамм и примерно 70 метров. В составе 50% акрил, 50% шерсть. Такую пряжу мы используем в одном цвете. Как вяжем квадратный мотив? Вот его схема. Но я сюда внесла небольшие изменения. Во-первых, это количество воздушных петель в начале. Вместо 5 воздушных петель мы будем набирать 6 воздушных петель. Потому что нить пряжи толстая, и нам в кольцо нужно уместить 15 столбиков с накидом плюс подъемные петли. И второе изменение – это столбики без накида. То есть вместо полустолбиков с накидом, вот они по краям у нас, мы будем вязать столбики без накида. Первые 3 ряда вяжем пряжей травка. Первый цвет, второй цвет и третий цвет. Оставшиеся 3 ряда вяжем кавказской пряжей в одном цвете. В первом ряду в кольцо вяжем 15 столбиков с накидом. Во втором ряду также столбики с накидом, между ними по одной воздушной петле. В третьем ряду вяжем между столбиками предыдущего ряда по 2 столбика с накидом, между которыми по одной воздушной петле. Если вдруг кому-то будет непонятно вязание из-за пряжи травка, то вы можете посмотреть видеоурок, посвященный именно этому мотиву. Только там нет внесенных мною изменений. Ссылка на видеоурок в описании. Набираем 6 воздушных петель. Соединяем в кольцо. Три воздушные петли подъема. И в кольцо вяжем 15 столбиков с накидом. Провязали 15 столбиков с накидом вместе с подъемными петлями, как 16 столбиков. Теперь присоединяем к третьей воздушной петле подъема с помощью соединительного столбика и сразу поменяем цвет пряжи. Начинаем вязать второй ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и плюс 1 воздушная петля, которая у нас провязывается между столбиками. И вот между столбиками с накидом предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом. И между ними по одной воздушной петле. Воздушная петелька. Между следующими столбиками вяжем столбик с накидом.
воздушная петля, столбик с накидом. При вязании с травкой тяжеловато, конечно, определить, где у нас тут провязаны столбики, но если вот так вот раскрыть, то эти столбики у нас появляются. Вот. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля. Между следующими столбиками провязываем столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязали второй ряд до конца. Если вы боитесь ошибиться, можете посчитать количество столбиков. Во втором ряду, так же как и в первом, провязываем 15 столбиков с накидом и воздушные петли подъема, которые я считаю за 16 столбик. Теперь одна воздушная петля и присоединяем к третьей воздушной петле подъема. И сразу меняем цвет пряжи. Провязываем один соединительный столбик между столбиками предыдущего ряда. И начинаем вязать третий ряд. 3 воздушные петли подъема. И сюда же между столбиками провязываем столбик с накидом. В этом ряду мы будем в каждую ячейку вязать по 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. И между следующими столбиками предыдущего ряда провязываем 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Между следующими столбиками вяжем 2 столбика с накидом. Воздушная петля, столбики с накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. В четвертом ряду по краям вяжем таким образом: столбик с накидом, 2 столбика без накида и еще один столбик с накидом. Между ними по 2 воздушные петли. Это вот с 4 сторон. А по углам набираем по 5 воздушных петель. В пятом ряду получившиеся ячейки или арки из 2 воздушных петель вяжем по 3 столбика с накидом. Между ними нет воздушных петель. По углам 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. В последнем ряду, в шестом, вяжем столбики с накидом в вершины столбиков предыдущего ряда, то есть в каждую вершину по одному столбику с накидом. В углу 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Довязываем третий ряд до конца. 1 воздушная петля и присоединяем к третьей воздушной петле подъема. И снова меняем цвет. Теперь мы будем вязать кавказской пряжей. Вяжем четвертый ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема. Вяжем столбик без накида между двойными столбиками предыдущего ряда.
2 воздушные петли и между следующими двойными столбиками провязываем столбик с накидом. Теперь будем делать уголочек. Для этого набираем 5 воздушных петель. И между следующими двойными столбиками предыдущего ряда провязываем 1 столбик с накидом. Две воздушные петли. Между следующими столбиками вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли. Между следующими двойными столбиками провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. И далее вяжем столбик с одним накидом. Делаем второй уголочек. Набираем 5 воздушных петель. Провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли. Между следующими двойными столбиками провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик без накида. 2 воздушные петли и вяжем 1 столбик с накидом. Набираем 5 воздушных петель. Здесь у нас уже третий уголок. Столбик с накидом. Две воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли и провязываем 1 столбик с накидом. Четвертый уголок, 5 воздушных петель. Между следующими двойными столбиками предыдущего ряда провязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли и присоединяем к первой воздушной петле подъема с помощью соединительного столбика. Вот мы довязали 4-й ряд до конца. Теперь провязываем 1 соединительный столбик в арку из 2 воздушных петель и начинаем вязать 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема и в арку вяжем 2 столбика с накидом. Теперь переходим к следующей арке. Вяжем 3 столбика с накидом. То есть и в первом случае у нас подъемные петли будут считаться как столбик с накидом.
углу вяжем 3 столбика с накидом. Три воздушные петли и в эту же арку провязываем 3 столбика с накидом. Следующие ячейки также вяжем по 3 столбика с накидом. Снова дошли до угла, и там вяжем так же, как и в первом уголочке, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Далее в каждую ячейку вяжете по 3 столбика с накидом. И так до конца ряда. Довязываем 5-й ряд до конца. Присоединяем к 3-й воздушной петле подъема с помощью соединительного столбика. Теперь вяжем последний ряд, 6-й. Набираем 3 воздушные петли подъема и в вершину каждого столбика предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом, а по углам вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Так мы в арку провязали 2 столбика с накидом, это у нас уголок. Теперь 3 воздушные петли подъема и сюда же вяжем еще 2 столбика с накидом. Далее также в вершины столбиков предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом. По углам, как и здесь, вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И таким образом вяжем до конца ряда.
Довязываем последний ряд до конца. Присоединяем к третьей воздушной петле подъема с помощью соединительного столбика. Затягиваем нить и отрезаем. И вот мы довязали наш квадратный мотив. Я вяжу плед на диван с размерами примерно 140 на 190 сантиметров при разложенном виде. И поэтому мне нужно 180 мотивов. Осталось их соединить между собой, и для этого используете либо крючок, либо иголку. Я выберу крючок. Соединяем квадратные мотивы между собой с лицевой стороны таким образом. Вводим крючок в петельку первого мотива, затем во вторую петельку другого мотива. И проводим нить через эти петли. Теперь снова вводим крючок в петельку первого мотива и во вторую петлю другого мотива. У нас на крючке образуются 3 петли. Проводим нить через все эти петельки. Снова крючок вводим в первую петельку, затем во вторую. Проводим нить через все петельки. Шов соединения выглядит аккуратным и менее заметным. Вот с изнаночной стороны. После того, как соединили все мотивы между собой, обвязывайте изделие любым удобным для вас способом. По желанию можно обвязать пряжей травка, а я буду вязать той же белой кавказской пряжей. Края буду обвязывать узором бабушкин квадрат. Можете начать обвязывать с любого места. Я, например, начну в месте, где у нас соединяются два мотива. Ввожу в ячейку крючок и набираю 3 воздушные петли подъема. Сюда же вяжем еще 2 столбика с накидом. Теперь пропускаем 3 столбика с накидом и между третьим и четвертым столбиком предыдущего ряда вяжем 3 столбика с накидом. Снова пропускаем 3 столбика предыдущего ряда и вяжем между третьим и четвертым столбиком 3 столбика с накидом.
Дошли до уголка изделия. У нас остается 4 столбика с накидом. Теперь провязываем в арку 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Теперь пропускаем 3 столбика и между третьим и четвертым столбиками предыдущего ряда провязываем также 3 столбика с накидом. Пропускаем 3 столбика, между третьим и четвертым провязываем 3 столбика с накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. После третьего столбика с накидом присоединяем к третьей воздушной петле подъема. Если хотите провязать еще один ряд или несколько рядов таким же узором, то сначала провязываем соединительные столбики до ячейки. Первый соединительный столбик, второй и третий прямо в эту ячейку вяжем. Теперь 3 воздушные петли подъема и в ячейку вяжем 2 столбика с накидом. То есть вместе с подъемными петлями как 3 столбика с накидом. И в каждую ячейку провязываем по 3 столбика с накидом. В углу также будем вязать 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. И таким образом вяжем ряд до конца. Вот мы и довязали наш яркий красивый плед. Размеры 192 сантиметра на 172. Вес изделия 2,5 килограмма. Да, плед получается тяжелым, потому что изделия, связанные из кавказской пряжи или пряжи травка, обычно весят немало. Я провязала всего 180 мотивов, и для этого понадобилось 14 мотков пряжи травка и 45 мотков кавказской пряжи. Для соединения мотивов ушло, грубо говоря, 4 моточка кавказской пряжи. И для обвязки краев, кстати, я обвязала края 2 рядами узором бабушкин квадрат, мне понадобилось 4 моточка этой же пряжи. С вами была Лейсян. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!